Здравствуйте, товарищи! Развязка строителей! Продолжаем строить развязки. И сегодня мы рассмотрим X-образное или крестообразное пересечение двух четырехполосных дорог. Вот здесь мы видим подходящую равнину для нашей развязки. Проведем туда четырехполосную дорогу. Для этого немножко подровняем площадку. Немножко мне не нравится здесь, какая получилась насыпь. Уберем ее и проложим все более-менее по земле. Так, намечаем здесь пересекающую дорогу. Делаем в этих местах холмики для строительства мостов. Вот они. Мосты размечены. Эти дороги теперь нам не нужны, можно их удалить. Делаем плавные спуски с мостов. Равняем. Оп, готово. Две дороги провели, два спуска. Теперь то же самое с этой стороны. Отлично. Плавные спуски получились. Как-то один пошел криво, вот так-то уже лучше. Делаем лепестки клевера. Выводим с одной стороны кусочек дороги под 45 градусов примерно. С другой дороги под 45 и соединяем радиусным участком. Получаем лепесток. И так 4 раза. Какие-то лепестки у нас получились немножко не круглые, придется их переделать. Стараемся делать все симметрично, красиво, по радиусу. 2 лепестка, третий готов. Четвертый сопротивляется, но мы его дожмем. Вот так будет с каждым. Теперь делаем правые повороты. Стараемся максимально их прижать к лепесткам для экономии места, чтобы наша развязка получилась максимально компактной. Третий правый поворот. И последний. Укладываем асфальт. Наносим разметку быстренько. И получаем клеверную развязку. Стандартную, всем хорошо известную. Все знают ее плюсы, минусы. Плюсы ее заключаются в относительной простоте, более-менее эффективности. Она гораздо эффективнее, чем любая круговая развязка, пропуская через себя больше трафика. Но имеется здесь у нас пересечение потоков. Вот здесь, если у нас машины движутся отсюда, им надо повернуть на лепесток, а эти машины у нас заходят с перпендикулярного направления на другой лепесток, то в этом месте они будут пересекаться друг с другом. И также и в других местах будет происходить все. Поэтому не самая эффективная X-образная развязка, которая только может быть. Можно ее немножко усовершенствовать, добавив приоритет проезда прямо по одному из шоссе. Сделаем одно шоссе как бы приоритетным, то есть там будет у нас более интенсивное движение. Как бы два главных шоссе никогда не бывает. Бывает только одно главное, второе второстепенное. Представим, что вот это шоссе, которое ведет у нас с круговой развязки, это будет главная дорога. И мы добавим здесь возможность приоритетного проезда по ней. Для этого нам придется убрать тут все лишнее. Убираем эти мосты. Все лепестки придется убрать. Вот эти тоже прямые участки нам не нужны. Отлично. Теперь расширим здесь место, чтобы у нас поместилось 4 дороги, а не 2. Мне кажется, достаточно будет места. Проводим теперь здесь 4 параллельные дороги. Так, 2, 4. Соединяем средние дороги с нашим шоссе. Как-то немножко неровно получается, но в данном случае не принципиально. Потом я покажу, как развязка должна выглядеть уже в своем конечном виде, где все симметрично, ровно и красиво. Здесь мы ее строим только для понимания, как она строится, как она выглядит, а не для красоты. Теперь здесь накидываем мосты, видим, что ставится только такой мост через 4 дороги с максимальной длиной пролета. Этот же мост рекомендуется ставить и для пересечения каких-то водных путей, чтобы под ним могли проходить корабли. У него самый длинный пролет, поэтому лучше ставить такой мост. Под ним гарантированно пройдут корабли, если, конечно, соблюдать высоту. Высота моста тоже должна быть довольно приличная, чтобы большие корабли под ним могли пройти. Итак, 2 моста мы сделали. Сделали плавные спуски с этих мостов. Теперь поставим лепестки. Подровняем для них площадочки для начала. Перед лепестками нам надо еще продлить вот эти дорожки боковые. 2 дорожки мы сюда продлили. Теперь вот эти соединим с правыми поворотами.
Как-то так должно выглядеть. Теперь можно делать лепестки. Опять же, с одной стороны вывели участок под 45 градусов, с другой стороны и соединили радиусами. Все как в прошлый раз с обычным клевером. Так, 4-й лепесток, немножко не угадали угол. Так вот, асфальт уложен, мосты построили. Нанесем быстренько разметку. И получим вот такой вот уже немножко улучшенный клевер с возможностью приоритетного проезда прямо по главному шоссе. Мы убрали места пересечения потоков с главного шоссе на параллельную дорогу. И там машины у нас будут перемешиваться, снижать скорость. А те машины, которым нужно проехать прямо, будут ехать на максимально возможной скорости. На второй дороге, конечно, такой привилегии у нас нету, но будем считать, она у нас второстепенная, и там будет меньше трафика проходить прямо, поэтому будут они там немножко замедляться, если одним надо будет повернуть налево, другие будут заходить с лепестка, будет там, конечно, небольшое пересечение у нас, снижение скорости, но зато у нас есть одно приоритетное направление. Теперь построим улучшенную развязку, отдаленно напоминающую клевер, но уже без пересечения потоков. Продлеваем эту дорогу дальше. Смотрим, дорога у нас идет чуть выше, чем уровень вот той большой равнины, где предположительно у нас может расположиться какой-нибудь городской район, промышленный район. И еще немножко понизим этот уровень наверняка, чтобы хватило высоты, чтобы под мостами провести там дороги. Теперь здесь серединку выровняем в общий уровень. И можно прокладывать здесь дороги. Делаем 4 параллельные дороги. Для удобства проложим их, ориентируясь по сетке. Заодно получим пересечение дорог не под 90 градусов, а немножко там, ну, условно говоря, там под 85 градусов, грубо говоря. Либо под 80 градусов. Теперь, опять же, мы знаем, через 4 дороги прокидывается только такой мост. Первый мост поставился без проблем. Второй мост немножко сопротивляется, поэтому придется здесь подровнять. Дальше я там при строительстве этой развязки жутко затупил, поэтому пришлось записать второй дубль. Развязка, как оказалось, не такая уж простая. Немножко я потерял сноровку, давно не строил таких развязок, плюс под глазами не было другой развязки такой же рядом, поэтому строил по памяти и затупил. Пришлось начинать заново запись строительства этой развязки с этого места. Итак, здесь мы имеем какую картину? Вот мы построили 2 моста. Под ними проходит у нас 4 параллельные дороги. Теперь с дороги с мостами нам нужно сделать съезд в виде лепестка на первую дорогу, которая проходит внизу, на ближайшую дорогу. Делаем под 45 градусов выход и соединяем радиусом с первой дорогой. Получаем вот такой вот лепесточек. Теперь вторую дорогу мы обрезаем примерно до моста. Здесь мы с третьей дороги делаем второй левый поворот по дуге параллельно нашему лепестку. Теперь мы должны со второй дороги накинуть мост, поднимаем его на 3 уровня, смотрим, чтобы он шел прямо. Если он будет как-то криво идти, нам придется этот дуговой съезд переделывать, чтобы при привязке к нему моста мост шел у нас прямо и было все красиво. В данном случае у нас мост идет нормально, поэтому оставляем как есть. Теперь нам остается опустить мост, удаляем лишний кусок дороги. Мост успешно приземлился. Теперь нам надо еще сделать здесь правый поворот, но это уже легко. И соединяем теперь второй левый поворот, который проходит под нашим мостом, с этим правым поворотом. В итоге в этом секторе у нас получилось 2 левых поворота и 1 правый. С этим сектором все. Теперь по диагонали нам нужно сделать то же самое, как в этом секторе сделали. 2 левых поворота и 1 правый. Подровняем здесь площадку, отрежем лишний участок дороги до моста. Теперь выводим отсюда участок под 45, соединяем дугой, получаем такой лепесток, отрезаем здесь, делаем с третьей дороги левый поворот, смотрим, мост у нас не хочет ставиться. Ну что ж, достаем бубен и пытаемся поставить мост. Так, отлично, мост готов. Можно бубен убирать. Продлеваем дорогу тут, параллельную дорогу. Делаем правый поворот. Стараемся максимально прижать его к лепестку. И соединяем здесь. Отлично. В этом секторе все. Опять же, 2 левых поворота и 1 правый.
Нам осталось выполнить только 2 правых поворота здесь, и наша развязка будет готова. Здесь такой нюанс: правый поворот у нас должен обязательно соединяться с этой дорогой после того, как машины у нас уйдут налево. Не до этого момента, не в этот поворот, а обязательно после того, как машины уходят налево, чтобы у нас соблюдалась равномерная нагрузка на этой развязке. Иначе у нас будет там напряженный участок, если мы поставим этот правый поворот до того, как часть машин уйдет налево. Участок будет в данном месте сильно перегружен. Нам это абсолютно не надо, поэтому правый поворот должен обязательно соединяться с дорогой после того, как машины уходят налево. Итак, все у нас готово. Укладываем асфальт, наносим быстренько разметку и получаем такую развязку. Половинка клевера здесь, половинка уже моя придумка. Напоминает эта развязка у нас 8, поэтому можно ее так и называть для упрощения. 8. Вот так вот. Очень похоже на 8. Никаких пересечений потоков у нас здесь нет, как на клевере. На этой развязке машины никак не смогут самозаблокироваться. Единственный ее недостаток, что машины не смогут на ней разворачиваться. Если нам надо развороты, то надо их предусматривать отдельно. На этой развязке машины развернуться не смогут, как на клевере. Но зато, как я уже сказал, важнейшее ее преимущество, что они и не самозаблокируются на данной развязке. На клевере же теоретически такое возможно, так как по сути это та же круговая развязка, и машины в данной игре могут самоблокироваться на ней. У меня, конечно, пока еще не получалось обеспечить такой серьезный трафик, чтобы заблокировать ни одну из клеверных развязок, но теоретически такое возможно. Может быть, в ваших республиках такое и произойдет. В моей республике пока, опять же скажу, такого не было. И не знаю, смогу ли я когда-нибудь обеспечить такой мощный трафик, чтобы заблокировать клевер. Но данную развязку вообще не получится заблокировать никак, кроме если мы заблокируем где-нибудь движение дальше этой развязки, тогда, конечно, и такая 8 встанет. Если у нас дальше будет движение где-то стоять в одном из направлений, то со временем заблокируется и 8. А клевер у нас может встать полностью. Но опять же, он гораздо больше любого кругового перекрестка может машин через себя пропустить, так как длина всех лепестков плюс прямые участки между ними, они гораздо больше длины круга. То есть круг должен быть каких-то гигантских размеров, чтобы такое количество машин вместить, как этот клевер, например. Поэтому пропускная способность клевера в любом случае выше даже такого кругового перекрестка. Плюс он, конечно, и по размерам меньше, а 8 у нас еще меньше по размеру, то есть это как бы, пока что лучшая развязка из тех, которые мы делали. Теперь посмотрим на работающую клеверную развязку с приоритетным проездом у нас по одному из направлений прямо. Вот так вот все у нас тут параллельно, лепестки равномерно у нас симметрично построены, радиусы красивые, все как должно быть у нас. Все по высшему разряду. Можно ставить этой развязке советский знак качества. Тут, конечно, поток у нас машин небольшой, и чтобы застопорить эту клеверную развязку, я не знаю, раз в 10, может в 50 раз надо увеличить поток машин. Боюсь, я не смогу обеспечить такой большой поток машин в данном направлении, поэтому этого клевера там вполне хватает. Вот посмотрим на уменьшенную версию такого клевера. Я даже этот клевер не могу заблокировать. То есть с кругами у меня постоянные какие-то проблемы возникали. То один круг заблокируется, то другой, то третий. А с этим вот маленьким клеверочком таких проблем не было. Хотя здесь поток машин довольно-таки большой, как мы видим. Конечно, большинство машин у нас едет прямо под мостом, либо по мосту. И справа у нас машины с правого нижнего угла выходят в левый нижний угол и обратно. Автобусы у нас там катаются. Это как бы основные направления трафика. Вот смотрим по нагрузке на дороге. Видим, что мосты у нас постоянно зеленые. Под мостами прямые участки приоритетные у нас зеленые. Напряжение у нас в основном на съездах, на местах пересечения этих съездов с дорогами. То есть, и то красных как бы участков практически не бывает.
То есть как бы запас еще на этой развязке есть, можно еще увеличить поток машин. Вполне такие сплюснутые клевера, упрощенные, можно строить в плотной городской застройке. Абсолютно рабочие развязки, весьма эффективные. Пока мне не удалось, повторю еще раз, заблокировать данную развязку. Вот мы видим по размеру, справа у нас полкруга стандартного, который я делаю. Данный клевер примерно занимает по площади, ну как 1/3 круга, примерно как 1/3 круга. И клевер держится пока. От того большого он отличается только своими размерами и тем, что съезды с горизонтального шоссе, так назовем его, с мостов, у нас двухсторонние. А там у нас были отдельные как бы лепестки и отдельно правый поворот. Здесь эти лепесток с правым поворотом у нас объединены в одну дорогу, но как бы видим, то пропускной способности данной развязки в этом месте вполне хватает. Еще из особенностей этого клевера хочется сказать, что 4 дороги у нас должно быть в данном случае обязательно, чтобы убрать пересечение потоков с нашего шоссе на параллельную дорогу. Почему это делать лучше на коротком участке? Потому что на длинном у нас и так машины успевают перестроиться с полосы в полосу. Здесь у нас довольно-таки маленькое расстояние, и лучше все-таки убирать вот эти все пересечения на дублер, чтобы те, кто едут прямо, тем более у нас в данном месте довольно много машин едет именно прямо, поэтому им надо оставлять возможность свободного движения прямо, а пересечение потоков убирать на дублеры. Опять же, целесообразно это делать, повторюсь, именно на короткой стороне клевера. На длинной, тут у нас где мосты идут, это абсолютно не нужно. Тут за счет длины участка от одного съезда до другого машины вполне успевают перестроиться из одной полосы в другую. Это у нас подтверждается инструментом, который показывает загруженность дорог. Мы видели, что у нас прямые участки, мосты и под мостами средние дороги главные, они у нас почти всегда самого яркого зеленого цвета, самого светлого. То есть наименее нагруженные из всех участков данной развязки. То есть что нам и надо получить в итоге. Ну и теперь взглянем напоследок на 8-ку работающую. Ее заблокировать получится только в одном случае, если где-то дальше будет заблокировано движение, например, на этом круге, как уже такое было. Я даже показывал этот скриншот. Полностью встал круг и, естественно, заблокировал эту развязку. Но опять же, самоблокировки на этой развязке не может быть ни при каких обстоятельствах. Итак, сегодня мы рассмотрели с вами строительство развязок на X-образном или крестообразном пересечении двух четырехполосных дорог. Построили стандартные клеверные развязки, построили улучшенную клеверную развязку с возможностью приоритетного проезда прямо по одному из шоссе. Посмотрели на уменьшенную версию такой развязки, которую вполне можно ставить в плотную городскую застройку, и которая, несмотря на свои размеры, оказывается весьма и весьма эффективной. А также построили развязку типа 8 на базе клевера, но без пересечения потоков и без возможности самоблокировки машин на данной развязке. На клевер все-таки теоретически мы можем достигнуть такого предела трафика, при котором движение на клевере будет заблокировано. Практически мне пока такого не удавалось достигнуть, но в теории такое возможно. Данная же развязка типа 8 такую возможность полностью исключает. Значит, в следующем видео, скорее всего, оно будет последним в данной серии, посвященной строительству дорожных развязок. Мы построим трехуровневую развязку, опять же, на X-образном пересечении двух четырехполосных дорог, которая у нас украшает город Вольск. А также проведем сравнительный анализ всех типов развязок. Сделаем некоторые выводы, я дам рекомендации, основанные на своем опыте использования данных развязок. Какие из них более эффективные, какие менее эффективные. Ну, это всего лишь рекомендации, там уже дело за вами. Стройте такие развязки, стройте свои развязки, сравнивайте их, анализируйте сами и делайте свои уже выводы, которые будут основаны на вашем личном опыте. И я как бы даю такую базовую информацию, а вы уже на ее основе делайте собственные выводы. Ну а на этом на сегодня все.
Увидимся в следующих видосах. Всем спасибо за просмотр.